Друзья, привет всем, кто изучает русский язык по коротким рассказам. Я хочу поблагодарить всех наших постоянных зрителей за слова поддержки в комментариях и в письмах, которые мы получаем по электронной почте. Это действительно очень важно для нас. Спасибо вам большое! А для тех, кто зашел на наш канал в первый раз, я хочу рассказать, что на канале Rustories мы изучаем русский язык по коротким рассказам. Во время рассказа справа на экране появится текст на русском языке, а в субтитры YouTube мы загружаем перевод на английский, немецкий, испанский, португальский и польский языки. Итак, поехали. Если у белоруса спросить, какой белорусский национальный музыкальный инструмент он знает, в ответ можно услышать дуда или цимбалы. А в Шотландии это волынка, а в Японии самисен. В России же практически каждый вспомнит балалайку. За пределами России уже давно прочно обосновался образ русского с балалайкой в шапке-ушанке. Действительно, балалайка – это символ России, дошедший до нас из старины. Всего лишь 3 струны, а в скольких сердцах они находят отклик. Отличительная особенность балалайки – это ее акустические характеристики. Ее звучание негромкое, мелодичное и при этом звонкое. Балалайка – трехструнный инструмент, но настроена она по-особенному. 2 нижние струны издают ноту ми первой октавы, в то время как верхняя настроена на кварту выше и издает ноту ля. История возникновения балалайки, к сожалению, утрачена. На этот счет существует множество теорий. Некоторые историки музыки придерживаются мнения, что этот инструмент славяне переняли у татарских племен. Существует также версия о том, что балалайка попала в Россию через арабского картографа и путешественника Ахмада ибн Фаднала. Начиная с 18 века балалайка завоевывает большую любовь русского народа. Этот инструмент был настолько обожаем, что вскоре его признали национальным и присвоили славянское происхождение. Мелодии балалаечников звучали как в деревнях, так и в больших городах. На балалайке исполняли песни на свадьбах, народных гуляниях, во время драк и даже на похоронах. Но к середине XIX века отношение к балалайке резко изменилось. Она считалась плебейским музыкальным инструментом. Профессиональные музыканты презирали балалайку. На ее фоне рояли, арфы, кларнет и другие музыкальные инструменты выигрывали и в качестве звучания, и внешним видом. Балалайку
невозможно было представить в оркестре. Все изменилось, когда игру на балалайке услышал тогда еще молодой музыкант и композитор Василий Андреев. Вот как описывал свою первую встречу с балалайкой сам Андреев. Был тихий июньский вечер. Я сидел на террасе своего деревянного дома и наслаждался тишиной деревенского вечера. Совершенно неожиданно я услыхал дотоле еще неведомые для меня звуки. Игрок наигрывал плясовую песню вначале довольно медленным темпом, а потом все быстрее и быстрее. Звуки разгорались все ярче, мелодия лилась полная ритма, подталкивая к пляске. Я сорвался с места и подбежал к флигелю, откуда неслись звуки. Передо мной на ступеньках крыльца сидел крестьянин и играл на балалайке. Я был поражен ритмичностью и оригинальностью его игры и никак не мог постичь, как такой убогий с виду несовершенный инструмент только с 3 струнами может давать столько звуков. Присмотревшись внимательно, как играл этот крестьянин, я попросил его тут же показать некоторые приемы игры. Андреев начал учиться играть на балалайке и внес в ее конструкцию ряд изменений, расширяющих ее возможности. Первую балалайку по чертежам Андреева изготовил скрипичный мастер Франц Посербский. Работа эта оказалась непростой. Вот что писал сам Андреев. Когда в 1880-х годах я обратился впервые к инструментальному мастеру, очень талантливому, известному особой выделкой смычков и починкой старинных инструментов, с просьбой сделать по моим указаниям из лучших сортов дерева балалайку, то вначале он принял мое предложение за шутку. Когда же я уверил его, что говорю совершенно серьезно, он так обиделся, что перестал со мной разговаривать. Он даже вышел в другую комнату, оставив меня одного. Я был очень смущен, но тем не менее решил настаивать на своем. В конце концов, мне удалось убедить его не словами, делом. Я принес ему простую деревенскую балалайку, стоившую 35 копеек, на которой в то время играл сам, сделанную из простой ели, и сыграл ему на ней несколько песен. Моя игра его настолько удивила, что он согласился сделать мне балалайку. Но только с тем, чтобы я дал ему слово никому и никогда о том не рассказывать, так как такая работа для него унизительна и может серьезно повредить его репутации. Я долгими часами просиживал у него,
следя за работой. И неоднократно был свидетелем, как при каждом звонке он быстро вскакивал и накрывал верстак тут же лежащим наготове платком, чтобы кто-нибудь из его заказчиков или посторонних не увидел лежащей на верстаке балалайки. Первый же концерт клуба любителей игры на балалайке, состоявшийся в марте 1888 года, имел большой успех. С него началось триумфальное шествие Андреевского оркестра русских народных инструментов по Европе и США. Вот такой рассказ, друзья. Буду рад, если вы напишите в комментариях, какие национальные инструменты есть в вашей стране и как часто их можно встретить в наши дни. Играют ли на них современные музыканты? А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!